Удар по России. НАТО резко меняет тон и готовит военный ответ Кремлю. Переброска войск к границам Федерации. Остановка войны. В Украине назвали ключевые условия, как победить Москву. Почему Киев говорит о новой масштабной мобилизации. Трамп очень близок к окончанию войны и уже получает поздравления. Но не все так просто. Сегодняшний вечер расставит все на места. Следим вместе с вами внимательно. Страна остается без премьер-министра. Кто займет пост и удастся ли искоренить причину протестов? Ведь волна народного гнева собирается захлестнуть улицы столицы с новой силой. От яда в сиропе до арестов и международного скандала. Задержан владелец компании, чья продукция убила десятки детей в нескольких странах. Об этих и других главных событиях вечера четверга, 9 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. НАТО может и ответить. Альянс готовится к серьезному сопротивлению и даже допускает нанесение удара по РФ. После серии вторжений российских дронов и истребителей в воздушное пространство Европы, внутри Альянса все громче звучат голоса о возможности военного ответа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в оборонных структурах блока. По данным издания, растущее раздражение из-за гибридной войны, которую Кремль ведет против стран Европы, заставило союзников обсуждать изменения правил открытия огня. Среди идей — вооружить разведывательные беспилотники, разрешить пилотам сбивать нарушителей без долгих согласований, а также провести демонстративные учения у российских границ, особенно в районах, где оборона наиболее уязвима. То есть показать тем самым, где именно оборона уязвима? Как думаете, поможет ли это все сдержать Путина? Пишите в комментарии под видео. В НАТО признают, что действующие процедуры слишком разные. В некоторых странах пилоты обязаны визуально подтверждать угрозу, в других достаточно сигнала радара. ООН не хватает денег даже на поддержание мира. Миротворцы пакуют чемоданы. Организация Объединенных Наций объявила о беспрецедентном сокращении своих миротворческих миссий. Не то чтобы им удалось решить все конфликты или обеспечить мир на планете. Причина — катастрофическая нехватка средств и неопределенность с финансированием со стороны США. По данным ряда европейских медиа, из стран Африки и Ближнего Востока, от Конго до Центральноафриканской Республики, до Южного Судана, Ливана, Кипра и Косово, домой вернут около 25% миротворцев и полицейских вместе с техникой и частью гражданского персонала. Это около 13-14 тысяч военнослужащих. Внутренние документы ООН требуют от миссий урезать расходы на 15% своих бюджетов в течение 9 месяцев. Один из чиновников признал, что организация столкнулась с кризисом ликвидности, масштабы которого не наблюдались со времен Холодной войны. В общем, нам придется репатриировать около 25% наших миротворческих войск и полицейских, а также их оборудование, а также большое количество гражданского персонала в миссиях. Вашингтон, главный донор миротворческих операций, все еще не определился, продолжит ли он финансировать их в полном объеме, в духе курса президента Дональда Трампа «Америка прежде всего». На этом фоне ООН уже сократила общий бюджет на 2026 год более чем на $500 миллионов, впервые за 20 лет фактически сворачивая часть своих миссий. Россия снова готовится к большой войне, но не Украина может стать ее первой целью. Президент Владимир Зеленский предупредил, новая мобилизация в РФ – это не просто набор солдат, а сигнал того, что Владимир Путин теряет власть и готов искать быстрые победы за пределами Украины. Если будет мобилизация, то это вызов Европе. Он начнет большую войну. Почему я считаю, что есть такой риск? А потому, что ему нужно продавать успех. В войне против Украины все, что он мог продать, он уже продал. И вы видите, как я сказал, уже товар некачественный. Он продает ложь, что вроде бы может чего-то достичь в войне против Украины. А где могут быть быстрые его успехи? Смотрите на карту Европы.
По словам президента, Кремль уже сжигает миллиарды на контракты ради поддержания рейтинга Путина. Мобилизация, по сути, становится политическим актом выживания, попыткой удержать власть через новый виток насилия. Зеленский также подчеркнул, что Путин боится прекращения огня, ведь выйти из войны обратно в мир, а потом снова начать, для него смертельно сложно. Это была цитата. Поэтому Москва выбирает вечную эскалацию. Украинский лидер считает, что остановить диктатора можно только сочетанием дальнобойных ударов, санкций и дипломатического давления. Тем временем в самой России стартовал рекордный осенний призыв – 135 тысяч человек, а с 2026 года перейдет на постоянный режим мобилизации. Мы говорили с вами об этом в деталях в предыдущих наших выпусках. Фактически это сигнал о превращении страны в полноценный военный лагерь. История, начавшаяся с детского кашля, закончилась массовыми смертями и громким уголовным делом. Индийская полиция арестовала владельца фармкомпании Sresan Pharmaceutical Manufacturer, выпускавшей сироп Cold Reef, тот самый препарат, который стал причиной гибели как минимум 17 детей в Индии. Как сообщает Reuters, жертвами стали малыши младше 5 лет. Они умерли в течение последнего месяца после приема сиропа, который оказался заражен диэтиленгликолем, ядовитым веществом, используемым в антифризах. Его концентрация в препарате превышала допустимую норму почти в 500 раз. Сироп уже запрещен в нескольких регионах страны. Расследование началось на прошлой неделе, а 8 октября арестовали владельца Sresan. Но трагедия не ограничивается Индией. Это история эхо узбекской катастрофы 2022 года, когда аналогичный индийский сироп Doc-1 Max убил более 60 детей в Узбекистане. Тогда выяснилось, что препарат также содержал смертельный диэтиленгликоль, а импорт шел по коррупционным схемам без проверки. Всемирная организация здравоохранения уже отреагировала на новые случаи в Индии, предупредив о грубых провалах в регулировании фармрынка и вероятности нелегального экспорта токсичных сиропов. На этой неделе власти Индии дополнительно призвали воздержаться от использования еще 2 препаратов – Respifresh и Relife, произведенных компаниями Share Pharma и Rednex Pharmaceuticals. В них обнаружено тоже опасное вещество. Ирония в том, что Индия, известная как аптека мира, теперь оказалась в центре глобального фармацевтического скандала. Страна производит 40% дженериков для США и до 90% лекарств, поставляемых в Африку. Теперь этот статус под угрозой, как и доверие к одной из крупнейших аптечных держав планеты. Идеально сыграно. На стол Трампу легла записка с 2 словами «very close». Затем президент заявил, Израиль и Хамас подписали первую фазу мирного соглашения. Я только что получил записку от госсекретаря, в которой говорится, что мы очень близки к соглашению на Ближнем Востоке и что я им очень скоро понадоблюсь. Документ предусматривает прекращение огня, освобождение всех живых заложников и поэтапный вывод израильских войск на согласованную линию. Первыми, по данным агентства France Press, выйдут 20 пленных. Израильский кабинет должен утвердить сделку уже в четверг, и в Белом доме говорят, что освобождения начнутся уже в понедельник. Трамп назвал это «великим днем для арабского и мусульманского мира, Израиля и США». Это была цитата. И поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции. На переговорах в Шарм-эль-Шейхе участвовали его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уитков. МИД Катара сообщил, что соглашение охватывает все механизмы прекращения огня, обмен заложников и заключенных, а также пропуск 400 грузовиков гуманитарной помощи в Газу ежедневно. Беньямин Нетаньяху подтвердил подписание документа, даже в оппозиции его похвалили. Я хотел бы поздравить президента Трампа. Нет человека, который больше заслуживает Нобелевской премии мира, чем он. Поздравляю его команду Стива Уиткофа, Джареда Кушнера, Марко Рубио и Тони Блэра. Я хотел бы поздравить премьер-министра Нетаньяху, командиров и солдат Цахала, а прежде всего семьи заложников, львов и львиц, которые ни на мгновение не позволили миру забыть. В эти 2 трудных года это момент большого света во тьме.
Хамас также объявил о согласии на прекращение войны и потребовал от США проконтролировать исполнение условий Израилем. Генсек ООН Антонио Гутерриш приветствовал сделку и пообещал увеличить помощь Газе. «Страдания должны прекратиться», — сказал он. Трамп сообщил, что может вылететь в Египет уже 10 октября, чтобы поставить точку в войне, которая истощила регион. Это была цитата. Но в Израиле подозрительно не спешат. Документ вступит в силу только после одобрения Кабинетом министров, заседание которого теоретически назначено на вечер 9 октября. Вопреки сообщениям арабских СМИ, 72-часовой отсчет начнется только после того, как соглашение будет одобрено на заседании правительства, которое ожидается в вечерние часы. Страна остается без премьер-министра, но, похоже, ненадолго. Исполняющий обязанности главы правительства Себастьян Лекарню заявил, что президент назначит нового премьера в течение ближайших 48 часов. По словам Лекарню, он провел серию консультаций с политическими силами, чтобы определить возможные компромиссы на фоне затянувшегося политического кризиса. Вечером в среду он встретился с Макроном в Елисейском дворце. Президент попросил его временно остаться, чтобы оценить шансы на разблокировку ситуации. Moi, j'ai présenté ma démission. Думаю, я доказал, что не держусь за пост, раз подал в отставку. Я согласился работать еще 48 часов в непростых условиях. У меня есть солдатская жилка, поэтому я, разумеется, принял ту миссию, которую поручил мне президент. Команда, которой предстоит взять на себя ответственность в ближайший период, какой бы она ни была и кого бы президент ни выбрал, должна быть полностью отстранена от президентских амбиций на 2027 год. Лекарню подтвердил, что во время переговоров партии выразили готовность выполнить бюджетное сокращение до конца года. Бывший премьер Элизабет Борн, в свою очередь, заявила, что одним из возможных решений кризиса может стать заморозка пенсионной реформы, принятой в 2023 году и вызвавшей массовые протесты по всей стране. Теперь судьба правительства в руках Макрона, который, по словам источников во французской прессе, ищет фигуру, способную успокоить улицу, но не потерять контроль. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.